Друзья, приветствую всех, кто изучает русский язык. Для тех, кто присоединился к нам в первый раз, я хочу рассказать, что на канале Русториес я читаю для вас короткие рассказы на русском языке. Справа на экране отображается текст на русском языке, а в субтитрах YouTube можно включить перевод на английский и другие языки. Итак, поехали. Мои родители вывезли меня из Советского Союза в 1981 году, когда мне было 6 лет. Мы переехали в Бостон. Вероятно, никакое другое решение не оказало большего влияния на мою жизнь. Мои родители остаются связаны с русской культурой тысячью неразрывных связей. Но они не стали ограждать меня от американского общества. Да и не могли бы. Я очень быстро выучил английский и стал типичным американским ребенком. 6 лет – это промежуточный возраст с точки зрения ассимиляции. Если вы намного моложе, переехали в США в 2 или 3 года, шансы сохранить русский язык очень малы. Вы просто становитесь маленьким американцем. Если вы старше на несколько лет, например, вам 9 или 10, вы, вероятно, никогда не избавитесь от акцента. Всю оставшуюся жизнь вы будете для окружающих русским. 6 лет – это особый возраст. Вы все еще помните родной язык, но при этом говорите по-английски без акцента. Знание русского языка многое для меня значит. Русский язык позволил мне путешествовать по всему бывшему Советскому Союзу. Благодаря языку я могу оценить то, что нравится моим родителям. Например, советские песни, некоторые романы 1970-х, поэзию Иосифа Бродского и фильмы Гайдая. Но я сознаю, что мои связи с Россией ослаблены. Я не знаю русского языка так же хорошо, как мои родители. Как ни крути, я американец, и большую часть своей жизни я прожил на английском. Русский язык вернулся в мою жизнь, когда я женился и у меня родился сын. Я уже не помню, когда я начал разговаривать со своим сыном по-русски. Но я помню, что в моменты, когда я носил его на руках или катал в коляске, мне нравилось ощущение, что у нас с ним есть наш собственный язык. И мне нравилось большое количество ласкательных выражений, доступ к которым дал мне русский язык. Этот язык удивительно богат на выражения для проявления нежности. Когда мы начали читать сыну книжки на ночь, я включил в их число несколько детских книжек на русском языке. И, похоже, сыну они понравились. Тогда я начал постоянно разговаривать с сыном по-русски,
даже при его матери-американке. И хотя сначала это казалось глупым, наступил момент, когда я увидел, что он что-то понимает. Мы начали со звуков животных. «Как говорит корова?» – спрашивал я, произнося название животного по-русски. «Му», – отвечал сын. «Как говорит кошка?» «Мяу». «Как говорит сова?» Мой сын делал большие глаза, поднимал руки и произносил «Ух, ух». Он не понимал меня так же хорошо, как понимал по-английски свою мать, но все равно это было похоже на маленькое чудо. Я дал своему сыну немного русского. После этого я почувствовал, что должен продолжить эксперимент. Помогало то, что все вокруг были впечатлены и настроены благосклонно. Замечательно, что вы учите его русскому языку, говорили окружающие. Но я сомневался и сомневаюсь до сих пор. Может быть, нужно было бы учить его испанскому языку? Это дало бы ему больше возможности общаться и с жителями Нью-Йорка, и с большей частью остального мира. А если бы я научил его итальянскому, греческому или французскому, то он мог бы посещать эти прекрасные страны и говорить с их жителями на их языке. С точки зрения будущей карьеры перспективными были бы мандаринский или кантонский диалекты китайского. Но есть проблема. Я не владею ни одним из этих языков. Все, что у меня есть, это русский. И я даже не говорю на нем достаточно хорошо. Учит ли талантливый программист своих детей C++? Возможно, если они проявят к этому интерес. Но талантливый программист не учит своих детей языкам, которые им не нужны, или языкам, которые вызывают у них отторжение. Верно? Россия и русский язык точно не бесполезны, но будут ли они интересны моему сыну-американцу? Еще одна проблема в том, что мой русский язык не так хорош. Я часто не могу вспомнить или не знаю названий общеизвестных вещей. На днях я пытался вспомнить по-русски, как по-русски будет скутер, и применил слово «самогон» вместо «самокат». У меня часто возникают проблемы с выбором того, что сказать – овца или коза. А еще часто русские слова намного длиннее английских. Milk – это молоко. Apple – это яблоко. Hello – это здравствуйте. And – это муравей. Кроме того, моя грамматика полна ошибок. У меня есть друзья, которые переехали в то же время, что и я, но они воспитывали детей полностью на английском. Иногда мне жаль их.
В других случаях я им завидую. Они вольны быть собой и говорят без затруднений. Они всегда знают, как сказать самокат, коза или овца. Друзья, буду рад, если вы оставите свои отзывы и пожелания в комментариях. Не бойтесь писать их на русском языке, у вас отлично получается. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. До встречи в следующих видео. Огромной вам удачи и пока.